Привет! Кто-то может сказать, что базовый iPhone вообще не меняется с годами, но они аккуратно забывают про новую кнопку управления камерой и про кнопку действия, которая не новая для всего iPhone, но новая для базового iPhone. А также про игры, которые на базовый iPhone 15 вообще не устанавливались, а тут летают, изменения в камере и даже фотографические стили, которыми просто невозможно не пользоваться. В общем, все это я собрал и записал один топ фишек базовых iPhone, которые вам точно понравятся. И, во-первых, это новая кнопка управления камерой. Не инновация. Попытки сделать нечто похожее были и до Apple, но теперь Apple показала, как это должно работать. И вроде простая кнопочка, но ее добавили, и это хорошо. Она позволяет быстро включить камеру и сделать фото, а можно быстро запустить запись видео, как вам нравится. Ведь если вы будете удерживать кнопку, она будет записывать видео, пока вы держите кнопку. И да, она настолько чувствительна, что распознает даже полунажатие, которая при длительном удержании будет фиксировать фокус. Свайпом по кнопочке вы можете менять камеру, и это будет работать даже во время записи видео. Но вот этот свайп, его можно настроить. Так, двойное нажатие открывает меню выбора функций для этого свайпа. Тут есть управление экспозицией, глубиной, зумом, оттенком и даже выбор камеры. Вы выбираете функцию, которая вам нужна, и она всегда будет доступна по свайпу. И Apple, конечно, могла нам просто бросить эту кнопку и сказать: привыкайте как хотите, но Apple дает ее кастомизировать абсолютно под себя. Переходим в раздел настроек камеры, и тут вы можете изменить запуск камеры с однократного на двойное нажатие. Тут же можно выбрать, например, запуск камеры вашего Instagram или сканирование кодов. Это новая кнопка для iPhone, но совершенно не новая для индустрии, ее нельзя назвать инновацией. Попытки сделать отдельную кнопку для камеры делали и другие компании, но быстро отказались от этой затеи. Теперь же очень многие компании анонсируют появление такой же кнопки и у себя, поэтому вам стоит к ней привыкать. И ее настройки есть не только в разделе камера. Если вы откроете раздел универсальный доступ, тут вы тоже найдете управление камера контрол. Можно полностью отключить кнопку, если она, допустим, вообще не понравилась, или настроить чувствительность срабатывания, а также скорость для двойного срабатывания. И все эти настройки нужны, если вы опасаетесь, что вот в таком положении она может случайно нажаться, но я вас уверяю, вот так я пользуюсь айфоном на регулярной основе, и с самого первого дня не было ни одного ложного срабатывания. А это кнопка действия. Не новая кнопка для iPhone, но новая для базовой модели. Раньше на этом месте была качелька управления беззвучным режимом. Теперь кнопку беззвучного режима перенесли в пункт управления. И на самом деле здесь она абсолютно на своем месте. И вот жаль, что эта кнопка появляется в пункте управления только на моделях iPhone с кнопкой действия. В настройках для нее появился даже новый раздел, и тут вы выбираете, что будет происходить при нажатии. Можно открыть камеру, фонарик, она может также переключать бесшумный режим. Но помимо предустановленных функций, тут есть раздел команды, и он самый интересный. Команды же у нас бывают самые разные, например, переключение VPN. Актуально и полезно. Открытие любого приложения тоже может быть полезно. Ну и в принципе сюда можно назначить абсолютно любую команду. Но давайте честно, для большинства в iPhone важна, конечно, камера, и тут тоже есть о чем поговорить. По умолчанию основная камера снимает в разрешении 12 мегапикселей, поэтому мы идем в настройки камеры, и тут в разделе форматы убедитесь, что вы включили настройку управления разрешением. И теперь в камере у вас появляется кнопка управления разрешением, и когда вы сделаете снимок в этом режиме, вы заметите, что фото сделано в разрешении до 48 мегапикселей. И тут, конечно, все зависит от массы факторов. Таким образом, получить прям фото именно в 48 мегапикселей может быть достаточно сложно, но вы заметите разницу. Снимки получаются детализированнее, и главное помнить, что весят они больше, и это не всегда нужно. Поэтому вы всегда можете переключаться между 12 и 48 мегапикселями. Ну а еще с iPhone 16 у вас появляется тут новая иконка, и это как раз и есть фотографические стили. Вот на первый взгляд это работает как фильтр, но Apple пошла намного дальше, и по сути это упрощенный редактор
генератор теней, оттенков и полутонов. В TikTok вы, конечно, найдете массу гайдов по обработке именно в этих режимах. И, конечно, тут самый трендовый — это режим сочные цвета. Как понятно из названия, в нем просто становится все сочнее. Настройка максимально простая. Свайпом влево-вправо вы добавляете цвета, а регулировка вверх и вниз добавляет или убавляет цвет. И, конечно, есть настройка наложения фильтра. Все просто. И вот тут есть интересная особенность. Если кто-то присылает вам фото, которое сделано, допустим, на iPhone 15 Pro, там нет фотографических стилей, и они не появятся даже когда фото окажется у вас. Работает это только со снимками, сделанные на iPhone 16 или 16 Pro. И да, как бы сразу при снимке выбирать нужный стиль не обязательно. Вы можете потом зайти в галерею и настроить все это. Но опять же, только если этот снимок был сделан на iPhone 16. А еще макрорежим на iPhone 16 стал еще более детализированным, но об этом почему-то никто не говорит. Да, тут как и раньше, если вы подносите iPhone для съемки макро, появляется переключатель, вы его включаете, и ваш iPhone снимает теперь максимально детализированный снимок с фокусом на минимальном расстоянии. Удивительно, но за счет алгоритма все это стало еще резче и лучше даже для базовой модели. И вот эта кнопочка, кстати, очень удобна. Без нее iPhone переключается на макро просто автоматически, что не может не раздражать. Переходим в настройки камеры, и тут внизу включаем пункт автомакро. Он и добавляет удобный переключатель макрорежима на экран iPhone. А вот кастомизация в iPhone 16 ничем не отличается от кастомизации на других моделях, потому что все это фишки iOS. Но тут есть удобная функция, про которую я еще не рассказывал, и которую активно повторяют другие бренды. Это увеличение иконок и скрытие названий под иконками. Простая настройка, которая делает ваш экран немного чище. Но самое интересное, что кастомизаций на вашем iPhone может быть одновременно очень много. Смотрите, когда вы вносите изменения в оформление домашнего экрана, они сохраняются именно для этого экрана блокировки. Переключаемся на другой, и тут будут уже другие цвета и другие установки для ваших приложений. Это прикольно. И разблокировка по Face ID, пожалуй, самое удобное, что есть в iPhone, и теперь она доступна для приложений. Просто задержите палец на иконке приложения и выберите пункт «Требовать Face ID». Теперь, чтобы зайти в него, понадобится подтвердить разблокировку. Конечно, после нескольких неудачных попыток у вас спросят пароль, но это скорее на случай, когда вы не заблокировали iPhone и кто-то его взял. Ну а в Safari появилась, пожалуй, самая крутая фишка для комфортного чтения. Когда вы находитесь на сайте, где чтению мешают какие-то рекламные баннеры, вы можете скрыть отвлекающие объекты. Ну а если вам хотелось инноваций, то вот управление вашим iPhone с помощью взгляда. Функцию отслеживания взглядом, именно так она называется, можно добавить прямо в пункте управления. И это позволит вам быстро включать новую фишку, с которой iPhone будет распознавать, куда именно вы смотрите. Вообще, предметом для шуток над базовым iPhone было именно то, что здесь по сути ничего не изменили, кроме того, что расположили камеры немножечко иначе, как это было пару поколений назад. На самом деле Apple сделала это, чтобы камера могла снимать пространственное видео. Пространственное видео для Vision Pro — это штука весьма недооцененная, именно потому что сейчас Vision сырой и очень дорогой. Но вы уже сейчас можете на эту камеру снимать очень важные моменты в вашей жизни, которые потом уже переснять будет нереально. Я, например, через этот режим снимаю своего маленького сына, потому что через несколько лет это видео станет вообще во всех гаджетах доступно, а вот он уже таким маленьким никогда не будет. В общем, это очень крутой режим, советую им не пренебрегать. Поэтому, как видите, в базовом iPhone 16 фишек хватает. Ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. Ну а больше фишек айфона, конечно, в телеграм-канале Романцев 768. Ссылочку оставил в описании. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Пока!